Александр Гваньини, военный, историк и литератор. По происхождению итальянский дворянин, уроженец Вероны. Получил хорошее образование. По свидетельствам современников, владел несколькими языками. Учился военной топографии, инженерному делу, фортификации, прекрасно разбирался в оружии, военной тактике и стратегии. Еще молодым Гваньини вместе с отцом переехал из Италии в Великое княжество Литовское и долго служил в его войске. Был участником многих сражений Ливонской войны, описанных в его книге. В биографии Александра Гваньини есть и белорусские странички. 14 лет, по другим данным 18 лет, Веронец был военным комендантом Витебска. В 1569 году Александр Гваньини стал свидетелем знаменитого Люблинского сейма, на котором была провозглашена уния ВКЛ с королевством польским и образовалось новое государство – Речь Посполитая. На этом сейме за военные заслуги он был произведен в рыцари. Кроме этого, получил дворянский титул от императора Священной Римской империи. В 1571 году универсалом польского короля Стефана Батория Гваньини получил подданство Речи Посполитой и герб Гваньин с изображением ежа. Это могло указывать на фамилию его деда. После осады Пскова в 1580 году Стефаном, в которой принимал непосредственное участие и сам Гваньини, Александр ушел в отставку. Последние годы провел в Кракове и умер в 1614 году, прожив около 80 лет. В 1578 году Гваньини издал в Кракове свою знаменитую книгу «Описание европейской Сарматии» на латинском языке. Создавал он свое произведение на основе различных источников, а также исходя из личного опыта. Не успела хроника разойтись среди читателей, как разразился скандал. Служивший под началом Гваньини шляхтич Мацей Стрейковский, они вместе служили около 2 лет, который в будущем станет известным поэтом и хронистом, обвинил итальянца в плагиате. Он давал Гваньини читать рукопись своей хроники. 14 июля 1580 года суд во главе с королем признал правоту Стрейковского. Но в научных кругах с того времени и до ныне продолжается дискуссия относительно авторства данного произведения. Поскольку той злосчастной рукописи, которую Стрейковский давал читать Гваньини, так до сих пор и не найдена, она, очевидно, не сохранилась, то эту проблему вряд ли удастся решить окончательно. Скандал по поводу авторства хроники завершился довольно быстро и не повлиял на статус Алессандро Гваньини. Произведение Гваньини было переведено на польский язык и в 1611 году издано в Кракове под названием «Хроника европейской Сарматии». Хроника содержит историко-географическое описание стран Центральной и Восточной Европы, России, некоторых стран Ближнего Востока. Это одно из самых известных произведений того времени, а для Беларуси вообще чуть ли не первое более или менее системное исследование наших земель, а также одно из первых произведений, познакомивших западноевропейского читателя с историей белорусских земель, с обычаями и культурой нашего народа. Хроника европейской Сарматии была востребованным изданием. Она имелась в библиотечных собраниях белорусских и польских князей, магнатов и шляхты. В Фонде Национальной библиотеки Беларуси хранится экземпляр из собрания библиотеки Несвежской ординации Радзивиллов, о чем свидетельствует экслибрис на форзаце книги. Фолиант состоит из 10 частей книг, каждая из которых имеет свой титульный лист, предисловие автора с посвящением известным персонам Речи Посполитой. Издание насыщено многочисленными гравюрами, изображениями исторических героев и князей, гербов и батальных сцен, бытовых зарисовок.
фондах Брестской областной библиотеки хранится третья книга из издания на польском языке «Хроники европейской Сарматии», изданная в Кракове в 1611 году. Кроме описания земель Мстиславского, Витебского и Полоцкого воеводств, в нем есть раздел «Способ вспашки и посева в тех воеводствах Белой Руси, которые к ВКЛ и границам московским прилегают». В свое время Якуб Колос весьма эффективно воспользовался подсказанной Гвониине технологией выращивания ржи и ячменя. Участок возле своего дома писатель засеял весной смесью с 2 частями ячменя и 1 частью ржи. Осенью собрал богатый урожай ячменя, а следующей весной ржи. Все, как писал Гвониине. На верхний форзац нашего экземпляра наклеен экслибрис Леха Кокачинского, польского юриста, сотрудника Министерства культуры и искусств Польши, известного нумизмата и библиофила.